Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня в этом видео мы рассмотрим торговую стратегию, которая называется 2 к 1. Более подробно ознакомиться с данной стратегией вы можете, как всегда, на сайте strategy.ru. На сайте мы уже рассматривали стратегии, основанные на рынку-графиках. Это стратегия FXR Modern. Но, в отличие от нее, данная стратегия не использует никаких индикаторов и до безобразия простая. Для начала нам потребуется получить в терминале MT4 график Renko с помощью вспомогательного эксперта. Подробно данный процесс описан в статье к стратегии FXR Modern. Там же можно скачать и этот самый вспомогательный эксперт. Залог прибыльности данной стратегии лежит в четком соблюдении соотношения прибыли к убыткам по каждой отдельной сделке 2 к 1. За счет этого стратегия, например, за два последних месяца, то есть с мая месяца 2014 года, принесла прибыль в размере 560 пунктов, несмотря на то, что сделок с положительным исходом было меньше, их всего 69, а сделок с отрицательным исходом было 82. Но, как мы понимаем, так как у нас прибыль была больше в 2 раза, чем получаемые убытки, мы и в этом случае получили положительный результат. Если внимательно посмотреть на график, можно обнаружить, что у многих кирпичей имеются вертикальные линии. Вот, обратите внимание, эти линии, они у нас расположены с обратной стороны, то есть если движение вверх и у нас кирпичи белого цвета, то эти самые линии будут снизу, эти линии называются фитилем. На основе этого фитиля мы и будем заключать сделки по данной стратегии. Что они означают, эти линии? Как мы знаем на графиках Renko, чтобы произошла смена цвета кирпича, нужно, чтобы цена прошла два расстояния размера кирпича. Если у нас это расстояние равно 10, то для того, чтобы кирпич поменял свой цвет, нужно, чтобы цена опустилась сначала на размер предыдущего кирпича и потом еще настолько же опустилась вниз. И в этом случае мы бы получили уже черный кирпич. Если цене это сделать не удается, она опускается меньше, чем в данном случае 20 пунктов, а затем все-таки проходит 10 пунктов в нужном направлении, то есть вверх, продолжает свое движение, у нас как раз образуется фитиль, показывая, что была попытка развернуться, но цене это не удалось. В принципе, можно провести аналогию с хвостами у японских свечей, которые показывают диапазон, в котором была цена за этот промежуток времени. Но, как мы понимаем, здесь фитили появляются только для восходящего движения снизу, а для нисходящего движения сверху. По данной стратегии размер кирпича будет равняться 10 пунктам. Валютная пара рекомендуется евро-доллар, но можно использовать и другие валютные пары. Только для них следует все-таки индивидуально подобрать уже размер кирпича. Итак, условия для покупок. Прежде всего нужно, чтобы предыдущий кирпич был белого цвета. Вот, допустим, мы рассматриваем данную ситуацию, и на данный момент у нас формируется данный кирпич. Обращаем внимание на предыдущий кирпич, он у нас белого цвета. Следовательно, мы можем рассматривать варианты на покупку. Как только мы обнаруживаем, что цена опускается на уровень открытия предыдущего кирпича, вот, обратите внимание, здесь можно даже поставить ордер buy limit, то есть отложенным ордером входить в рынок, но можно и с рынка, то есть дождаться, как только цена дойдет до этого уровня открытия предыдущего кирпича, мы заключаем сделку на покупку. Стоп-лосс устанавливаем ниже на один размер кирпича, то есть в данном случае это 10 пунктов, а take profit у нас будет равен 20 пунктам. То есть мы рассчитываем на то, что движение вверх у нас продолжится и сформируется очередной белый кирпич. Как только он формируется, мы как раз и выходим из сделки. И вот, обратите внимание, данная сделка у нас закрыта с прибылью. Посмотрите дальше по графику. Вот еще один такой случай. Еще, то есть цена опускалась на уровень открытия предыдущего кирпича. Здесь мы входили в рынок. Стоп-лосс на 10 пунктов ниже. И как только данный кирпич уже сформировался с белым цветом, мы фиксировали прибыль. В принципе, аналогичные условия и для продаж. Но в этом случае нам нужно, чтобы предыдущая свеча была черного цвета. На уровне ее открытия, если цена дойдет, то есть фитиль дотянется до этого уровня, мы будем входить в рынок на продажу. Стоп-лосс равен 10 пунктам, то есть размеру кирпича. А take profit у нас будет равняться 2 размерам кирпича, то есть 20 пунктам. Что в этом случае произошло? В любом случае, как вы понимаете, при развороте, при смене цвета кирпичей мы будем нести убытки. Вот, обратите внимание, цена у нас опустилась здесь до уровня открытия предыдущей свечи. Мы бы здесь заключили сделку на покупку. Но, как видите, у нас цена пошла ниже и закрылась уже черным цветом.
таким образом достигнув нашего стоп-лосса. В любой точке разворота мы будем получать отрицательные результаты. Ну вот, посмотрите на данный пример, сколько у нас здесь отрицательных результатов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 у нас сделок закрылось по стоп-лоссу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 сделок у нас закрылось с положительным результатом. Так бывает, конечно, не всегда. Здесь уже понятно, что в любом случае мы получили профит. 14 умножить на 20 получается 280, а 9 умножить на 10 получается 90. 280 минус 90 мы бы заработали по данной стратегии здесь на данном участке 190 пунктов. Но еще раз повторюсь, так бывает не всегда. Бывает, что отрицательных сделок больше, чем положительных, но за счет как раз соотношения профита к убыткам 2 к 1 мы получаем положительный результат. Вот, в принципе, и вся данная стратегия. Как я уже говорил, она очень и очень простая. С вами был Сергей Гаспарян. Спасибо за внимание и до свидания.